Атака на отделение Зала Душ началась. Сяо Янь с командой почтенных воинов ворвался на вражескую территорию. Это самая интересная часть сюжета. Сяо Янь стал значительно сильнее после поглощения пламени. Особенно интересен его спарринг с Яо Тяньхо, который ярко показывает реальную мощь Сяо Янь. Теперь он готов сражаться с почтенными воинами. Его императорские печати впечатляют. Однако Цзиянь также сыграла свою роль, поскольку королева муравьев не только провела их через горный хребет смерти душ, но и помогла с атакой. Отделение Зала Душ, огромная черная крепость, была под защитным барьером. По плану, когда пространственный барьер откроется, сперва Цзиянь и королева направят внутрь муравьев-пожирателей, чтобы те немного подкосили число врагов, после чего почтенный Фэн, Тэцзянь, Сяо Исянь и Яо Тяньхо, а также марионетка уровня почтенного воина, возьмут на себя почтенных воинов Зала Душ. А Сяо Янь в это время воспользуется возможностью и проникнет в здание, чтобы спасти Яо Лао. Все нужно сделать максимально быстро, чтобы Зал Душ не прислал подкрепление. Цзиянь воспользовалась своими силами дракона пустоты. Волны черных муравьев пошли в атаку. Неважно, насколько страшен Зал Душ, они доставят им немало неприятностей. На это моментально отреагировали около сотни протекторов на уровне предка нескольких звезд. Протектор Лю, руководящий обороной, не мог понять, как муравьи смогли прорваться сквозь пространственный барьер, установленный почтенными старейшинами. Их количество вызывало панику даже у самых сильных из них. Ситуация накалилась, когда внезапно из пространства появилась группа могучих экспертов во главе с почтенным Фэном. Их ауры были столь сильны, что воздух в долине словно задрожал. Сражение разгорелось с новой силой. Сяо Янь вместе с союзниками ворвался на поле боя. Его цель была ясна – найти и спасти Яо Ченя. Он двигался стремительно, не обращая внимания на хаос вокруг. Шум битвы с протекторами за пределами филиала Зала Душ побеспокоил почтенных старейшин внутри зала, поэтому естественно с их стороны пришел недовольный ответ. 5 человек, излучающих убийственную ауру, вылетели наружу. Они осмотрели своих врагов, но остановились именно на фигуре парня. «Сяо Янь, так ты все еще жив?» Сяо Янь поднял голову и посмотрел на 5 человек в небе. В трейлере показали эти мощные ауры, среди них был и старик Мугу, и другие почтенные воины, что были в звездном пространстве. Но Сяо Янь не стал тратить время на них, а быстро помчался ко входу. Внезапно перед ним появился старик в фиолетовой мантии. Сяо Янь вспомнил, что именно этот человек дважды разрушал его духовную силу в прошлом. Теперь он стоял перед ним лицом к лицу, и в их взглядах читалась взаимная ненависть. Сяо Янь высвободил мощь своего пламени. Столкновение между ними стариком сотрясло всю долину, отправляя в небытие нескольких протекторов. Хотя Сяо Янь и отступил на несколько шагов, он сумел выдержать атаку почтенного воина, что стало неожиданностью для старика. Его шок вызвал осознание того, насколько Сяо Янь вырос за последние годы. Сяо Янь не собирался терять время. Воспользовавшись помощью марионетки, он проник внутрь зала, оставив старика сражаться с марионеткой небесного зла. За ним устремились стражники, но союзники Сяо Яня не дали им возможности помешать ему. Сяо Янь двигался с невероятной скоростью, несмотря на крики и сопротивление со стороны Зала Душ. 4 почтенных воинов и марионетка сражались с противниками, отвлекая их внимание, пока сам Сяо Янь пробивался вглубь зала. Его удары поражали врагов на месте, уничтожая их силой небесного пламени. Когда на его пути возникли 4 мощных предка, он лишь усмехнулся. Их атака, воплощенная в виде гигантского черного питона, была разрушительной, но Сяо Янь ответил столь же мощной контратакой. Его пламенный дракон разнес питона вдребезги, создав взрыв такой силы, что стены и колонны вокруг дрожали и рушились. 4 протекторов, несмотря на свой высокий уровень, оказались отброшены назад и серьезно ранены. Сяо Янь не только одолел их, но и уничтожил их духовные тела, оставив живых лишь одного, чтобы получить необходимую информацию. Протектор, чувствуя приближение гибели, выдал местоположение духовного зала заключения, где находился Яо Лао, и указал путь. Сяо Янь не терял времени, стремительно продвигаясь вперед, оставляя за собой след из разрушений и кровавых жертв. Каждый, кто осмеливался встать у него на пути, погибал под яростью горящего пламени лотоса 3000-летий. Пробираясь через лабиринт коридоров, он столкнулся с новыми волнами сопротивления. Однако ни один из врагов не мог сравниться с его силой. Сяо Янь, будучи предком 9-й звезды, уничтожал их без колебаний, буквально превращая в пепел. Трудно сосчитать количество экспертов Зала Душ, что пали во время этой миссии Сяо Яня.
Наконец он достиг массивных металлических врат, которые вели в духовный зал заключения. В центре зала, среди паутины черных цепей, его взгляд привлек яркий сгусток света. На каменной платформе находилось иллюзорное тело его учителя. 4 цепи удерживали его. Сяо Янь ощутил знакомую ауру, от которой сердце сжалось от боли и радости одновременно. Он упал на колени, преисполненный эмоциями, и, склонив голову, произнес дрожащим голосом: «Учитель, ваш ученик прибыл». Это самый волнительный и трогательный момент – встреча Сяо Яня и учителя Яо Лао. Спустя столько лет. После долгих лет поисков Сяо Янь наконец говорит с Яо Лао, своим наставником, что был пленен залом душ. Что произошло далее, нам известно по предыдущим роликам. Однако мы с нетерпением ожидаем, чтобы посмотреть это в сериях аниме. Используя свое пламя 3000 звезд, Сяо Янь начал плавить цепи. Высокая температура уничтожила странные символы на их поверхности, и вскоре все цепи были разрушены. Освободившись, Яо Лао, хоть и сильно ослабленный, почувствовал облегчение. Они уже собирались бежать, как внезапно их путь преградил Джай Син, могущественный старик из Зала Душ, известный своей силой и хитростью. Также носит титул Тяньцзуна Зала Душ. Джай Син объяснил, что знал о намерениях Сяо Яня, ведь тот рано или поздно должен был прийти за своим наставником. Он также раскрыл, что интерес Зала Душ к Сяо Яню связан с ключом клана Сяо, который, как полагали, был у него. Оказывается, глава Зала Душ заинтересован в Сяо Яне еще больше, чем в Яо Лао. Разумеется, тот интерес заключался в ключе клана Сяо. Отец Сяо Яня не выдал никакой информации, значит, ключ должен быть у Сяо Яня. Яо Лао велел не сражаться с Джай Сином, сперва нужно сбежать. Ведь, услышав упоминание об отце, сердце Сяо Яня наполнилось яростью. Он хотел найти своего отца не меньше, чем учителя, а виновен во всем этом Зал Душ. К счастью, он послушался учителя и всеми силами направился к выходу. Был бы Яо Лао на пике своей силы, почтенного воина 9 звезд, то с легкостью мог бы одолеть Джай Сина. Но сейчас Сяо Янь поместил его в кольцо для безопасности. Жесткий блеск вспыхнул в глазах Сяо Яня, когда Яо Лао скрылся в кольце. Как ни крути, кто бы ни встал на его пути, он без всяких сомнений вызволит своего наставника. Нас ждут очень интересные серии в расколотой битвой Синева Небес. Напишите в комментариях, если вы также ждете увидеть это в аниме. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.